В 2011 году в европейской мультипликации появилось новое явление – российский анимационный 3D-сериал «Маша и медведь». Это забавная история неугомонной Маши и спокойного медведя, любящего размеренную жизнь. Первой серии, которая, кстати, вышла в 2009 году, увлекла всех – и малышей, и подростков, и их родителей, и бабушек, и дедушек. Как оказалось, у этой девчушки существует реальный прототип. Олег Кузовков, ставший автором идеи мультсериала, а также продюсером и руководителем проекта более 10 лет назад, во время отдыха на море столкнулся с необычайно энергичной дочкой своих приятелей. За несколько дней девочка смогла поднять всю округу с ног на голову. Она настолько впечатлила Олега, что тот загорелся идеей сделать ее главной героиней мультфильма. Оставалось только найти людей, разделяющих его энтузиазм. Но кроме этого требовалось найти инвестора. Ведь мужчине хотелось сделать качественный современный мультик, отличающийся юмором и обаянием. Лишь в 2007 году нашелся человек, оплативший первые серии «Маши и медведя». После этого мультфильм попал в сеть. Благодаря этому студия смогла хорошо сэкономить на раскрутке сериала. За считанные дни история обрела невиданную популярность. Пользователи интернета увлеченно обсуждали, какой свежий и неожиданный мультсериал. Пересылали серии друг другу и требовали продолжения. Мультик покорил детей и взрослых своей необычностью. По стандарту принято делать главных героев либо друзьями, либо соперниками. Здесь же отношения между Машей и медведем больше напоминают отношения неугомонного ребенка и родителя. Также создатели мультика решили не делать героев говорящими. Это сложнее, ведь для придумывания интересного и забавного сюжета требуется значительно больше времени, чем для написания смешного диалога. Но такой подход позволил завоевать огромную аудиторию зрителей. Также работники студии прислушиваются к пожеланиям поклонников и уже подумывают о создании полнометражной Маши и медведя. Создание каждой 6-минутной серии занимает 5 месяцев неустанной работы. Много сил занимает не только компьютерная графика, но и озвучка. Фразы, произнесенные Машей, быстро уходят в народ и даже становятся повседневными. Озвучивает активную героиню Алина Кукушкина. Когда начиналась работа над мультсериалом, девочке было всего 6 лет. Еще одной особенностью Маши и медведя является отсутствие фантастических персонажей, которые часто используются в истории мировой культуры. Создатели мультика получают много благодарностей от родителей за то, что показывают детям обычных зверюшек, а не монстров или инопланетян. Параллельно с популярным мультсериалом студия запустила проект «Машины сказки», в котором Маша рассказывает известные сказочные истории в своем видении. «Маша и медведь» – российский мультипликационный сериал, ориентированный на общую аудиторию. Первая серия вышла 7 января 2009 года. Если вам нравятся такие новости, ставим лайк и всем пока!